Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 11 по 17 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У меня было уже одно видео, но получилось так, что мне пришлось его удалить, поскольку колода карт не устраивает принципы сообщества YouTube. Колода Таро Висконти Сфорца. Но есть свои ограничения, когда даже в виде карт, мои дорогие рыбы и рыбки, это никаким ни образом не может быть оставлено на канале. Это для меня тоже такой был сюрприз, поэтому правила сообщества нужно уважать, и мне приходится переделать видео. Ну давайте, значит, судьба такова для вашего знака, почему-то не прошло. Окей, кто-то мог просто видеть уже предыдущее видео, поэтому я поясняю, откуда взялось второе, новое. Ну давайте узнаем, вот с такими дополнениями. Наша жизнь – это метаморфозы, особенно этот период. И здесь, по сути, нет ничего удивительного. Нам преподносят время от времени обстоятельства, может быть, диктуют как раз какие-то позиции, с которыми приходится считаться, ну, в том числе, наверное, и мне. Давайте мы разложим с вами карты вот таким веером. И что важно знать? У нас будет первая карта в течение недели, десятка жезлов. Знаете, вот для вас в каком-то труде или в каких-то заботах, или, может быть, много каких-то обязанностей вы на себя взвалили буквально. Все-таки десятка жезлов, когда я устал или устала. Карта говорит, отдохни. Это где-то и мысли в порядок, и где-то не перегружать себя. Может быть, не делать ту работу, мои дорогие рыбы и рыбки, которая вот лично вам, она не принесет какого-то результата. Вы можете потратить свои силы, знаете, как на борьбу с ветряными мельницами, или окончательно выложиться до нуля, но не прочувствуете результата для вас, не почувствуете вдохновения, не почувствуете, может быть, ну, какой-то радости. Можно просто эту неделю, ну, действительно, заниматься чем-то, что для вас не имеет принципиального значения. Давайте, это если что важно знать, давайте мы спросим, чего не избежать. Или неожиданности, рыцарь кубков, какое-то предложение хорошее, может быть, встреча долгожданная с человеком, который вам приятен, или какое-то известие для вас тоже приятное, доброе, когда буквально вас и порадует, улыбок вам добавит, хорошее настроение. Может быть, это какая-то радостная новость, касаемая ваших родственников или ваших близких людей. Или, может быть, поездка, все же у нас рыцарь, может быть, это уже состоялась поездка, или вы будете что-то планировать какую-то встречу. Но в неожиданностях у нас, мои дорогие рыбы и рыбки, радости, поэтому чем-то вам, может быть, даже нравится заниматься. Может быть, вы как раз кому-то помогаете или какую-то работу проделываете, когда она, ну, вам буквально нравится, или чем-то вы можете быть воодушевлены, это точно. Чему сейчас не время, давайте мы узнаем, что думают карты. А не время думать, что вот так будет всегда. Вот как на этой неделе, что так будет всегда, как-то все уже успокоилось, или теперь как прежде, может быть, или к чему-то вы словно вернулись, или словно бег по кругу по этой карте. Не думать о том, что вот эта история, которая будет на этой неделе, словно будет иметь продолжение, или будет для вас опять же, иметь какой-то смысл. Не время вообще становиться на якорь, ведь это четверка пентаклей, карта якоря, карта уверенности. Поэтому, с одной стороны, если мы говорим про уверенность, не думайте, что вы все знаете буквально. Не думайте, что вы разгадали какую-то, может быть, загадку. И, ну, не время где-то, знаете, не допускать альтернативные варианты развития событий. Правда, в любой момент, значит, что-то может пойти как-то не так или пойти наперекосяк. И где-то самоуверенность – это прекрасное чувство, но, видимо, на этой неделе нужно оставлять какой-то процент на то, что всегда
наверное, у судьбы на нас свои планы, и в любой момент могут произойти какие-то перемены, или может прийти какое-то известие, и нам придется, возможно, резко куда-то собраться, отправиться, или тоже есть элемент того, что не будет как-то однообразно. А что нам будет помогать на неделе? Давайте мы узнаем. А вот тут как раз неизбежное завершение может быть для кого-то из вас. Это поездка для того, чтобы расставить все точки над «и». Или окончательно с чем-то определиться. Или проводить прошлое, мои дорогие. Или для того, чтобы понять, что да, какой-то прежний мой сценарий не работает. То, что было когда-то, мне неизбежно придется где-то оставить. Вот такой, знаете, как... Ну, действительно, дежавю, возврат в прошлое, он может для вас стать заключительным аккордом перед стартом в будущее. И, видимо, для кого-то из вас это будет встреча с конкретным человеком или с людьми, или решение каких-либо вопросов, или когда вы, все же у нас рыцарь кубков, когда вы возвращаетесь сами, либо к вам человек как будто приходит. И здесь может быть и по личной жизни, безусловно, но может быть и какая-то рабочая ситуация, когда мы можем, допустим, вернуться в то место, где мы прежде работали. Нас встретят радушно, нам будут рады, но как будто у нас, мои дорогие рыбы и рыбки, все равно свой путь, и нам его придется продолжить. Мы чего-то не сможем отменить. Но, видимо, вот такое дежавю или возврат в прошлое на этой неделе вам абсолютно необходим для того, чтобы потом продолжить свой путь, не оглядываясь назад. И так оно и, по сути дела, получается. Давайте мы спросим, что от меня скрыто, от вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Перед вами весь мир, поэтому замыкаться в каком-то пространстве или в какой-то ситуации, или думать, опять же, да, вот нас все же возвращают к прошлому, думать, что теперь все вернулось на круги своя, так все время теперь будет. Нет, так не будет. У вас совершенно какая-то другая миссия. Посмотрите, 20-й, 21-й, два старших аркана. Старшие арканы – это всегда, когда обстоятельства жизни влияют на нас. Они нас принуждают сделать какой-то очень важный шаг. Может быть, мы бы где-то и дали заднюю, но нет, видимо, будут складываться. Может быть, новости, может быть, информация приходит. Может быть, это ваше решение, ваш собственный инсайт, когда мы говорим себе: нет, я иду вперед. И перед вами прекрасные перспективы. Что скрыто? Вы можете просто на какой-то период времени на этой неделе не видеть какую-то свою миссию. Может быть, это и звучит пафосно, но по карте старшего аркана 21 мир. Здесь именно какой-то результат от приложенных усилий, когда мир – это пространство, для кого-то это поездка, для кого-то новые возможности, причем настолько безграничные, которые меняют нас не просто нашу жизнь, а наше качество жизни, дают какие-то новые невероятные перспективы вообще стать счастливым человеком, по сути дела так. Ведь по карте мир возможно все. И если мы говорим, что скрыто, вот какой-то своей перспективы вы можете пока не видеть. Вам хочется словно в какую-то ракушку, может быть, для кого-то из вас, вернуться, потому что там было комфортно, или там было мне как-то понятно. Пусть это был какой-то бег по кругу, если мы говорим четверка пентаклей, но это была какая-то уверенность. Или бег этот самый был по той траектории, которая нам знакома, понятна, приятно где-то, не без этого, но идти-то дальше придется. Вот об этом говорят карты. Давайте мы посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Как для вас протекает эта неделя? Восьмерка мечей. Знаете, как будто какой-то страх нам мешает или какая-то глубокая философия. У вас эта неделя не для философии. Здесь нужно видеть, подмечать, что происходит по факту, анализировать где-то, не включаться, правда, всеми, может быть, вы искренне желаете кому-то помочь или сделать какую-то работу, но нам еще раз говорит карта, не должно быть какой-то у вас рутины, также и рутины, так же, как и сомнений. Может быть, сомнение в правильности выбранного пути, сомнение в принятии каких-то ваших решений. Оттолкнуться нужно от того, что вы, может быть, уже совершили или какие
может быть, и в прошлом сделали шаги именно в плане прогресса. Для себя лично какие-то очень важные вехи наметили. Поэтому не сомневайтесь в себе. Не по этой карте, ведь это как будто ограничение, правда? Посмотрите, девушка как будто выстроила забор вокруг себя. Нет, это мнимый забор. Нет как таковых ограничений. Но у нее повязка на глазах, и она не видит, что происходит вокруг нее. Она смотрит вглубь себя. Поэтому не мешайте себе. По этой карте буквально так звучит один единственный совет. Поэтому глубокая философия на мелком месте вам будет искажать картину действительности. И вам это будет мешать. Как правильно распределить силы, как правильно что-то распланировать, так и увидеть по факту, что сейчас происходит. Давайте мы узнаем, что у нас по финансам на неделе. Семерка мечей, карта манипуляций, как ни странно. И вообще называют карта вора, хотя, откровенно говоря, ни в одной колоде я не встречала вот конкретного такого прописанного, да. Но раз люди говорят, значит, может быть такое. Вообще это карта хитрости, изворотливости, когда мы должны где-то забрать свое, вот, внимание, и не потратить лишнего. Мы не должны пожертвовать, может быть, уставшие люди делают ошибки, и нам десятка жезлов, с этого все началось. Она говорит, что ты включишься в какие-то вопросы, и сверх всякой меры можешь там застрять. И она, как будто карта призывает к тому, чтобы мы были в моменте здесь и сейчас очень внимательны. По этой карте как внимание к собственным кошелькам, сумочкам, паролям, аккаунтам, платежным системам, так и вообще деньги не тратим. И будем внимательны к нашему финансовому благополучию. Что-то здесь мы не должны упустить, ведь это отчасти семерка мечей. Карта, когда нами тоже могут манипулировать. Нас могут к чему-то склонять или могут уговорить на какие-то траты, а нам просто все карты говорят, да нет, тебе в другом направлении. Вот проанализируйте, что это для вас может быть. Не благодушествовать, держать руку на пульсе. Что в личной жизни, давайте мы узнаем для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. В личной жизни у каждого своя какая-то история по карте Верховный Жрец. Знаете как? Конечно, эта карта, она говорит о том, что, например, мы можем отправиться в какие-то высокие инстанции, согласовывать какие-либо документы. Или это ведь не всегда про любовь, хотя у кого-то и про любовь может проиграться. Это по Верховному Жрецу венчание проходит. Или какие-то значимые события нашей жизни, которые именно через оформление или через документы, или через наше какое-то очень важное решение. Так вот, у кого-то из вас эта неделя будет просто, если мы говорим завершение какой-то прежней истории, или когда мы понимаем, что да, в нашем прошлом были разные моменты, но пришло время отпустить это самое прошлое. Пришло время учиться чему-то новому, потому что по карте Иерофант это и предполагается учеба. Учеба для кого-то может проиграться конкретная, или это может быть совет «учись на ошибках других». Для кого-то из вас, может быть, и правда придется собраться и поехать в какие-то высокие инстанции, чтобы решать вопросы с документами. Ведь карта Верховный Жрец – это карта традиций, это карта порядка, системы, законности, причем как мирских законов, так и законов Вселенной. Вот что-то мы должны соединить, и должна быть в чем-то гармония. Может быть, соединить желаемое, мои дорогие рыбы и рыбки, с какой-то действительностью, с какой-то реальностью. Мы в самих себе должны что-то важное уравновесить. А для кого-то из вас это сообщение в вашей семье, все-таки личная жизнь. Пусть тут нам не совсем про любовь, хотя у кого-то такое может проиграться, поскольку у нас ведь есть рыцарь кубков, и здесь может проиграться как предложение руки и сердца, у кого-то и так может быть. Но я так думаю, с учетом всех арканов, это не для всех будет
реальностью, да, только личная жизнь, а скорее всего ваша какая-то самореализация при том, что вы себе планировали сделать, то, что вы намеревались, может быть, прежде поставили себе как в план, а здесь словно вы делаете или отступаете полшага назад для того, чтобы, может быть, окинуть взглядом еще раз какой-то прошлый период вашей жизни и в последующем устремиться вперед. Давайте мы спросим совет от карт. Я понимаю, что тут у каждого может проиграться какая-то своя ситуация. Совет от карт. Вот еще раз, все, о чем я говорила. Не будет, как прежде. 13-й старший аркан нам говорит о том, что, знаете, нам придется в одиночку пройти какой-то путь, как будто в темноте. Когда выпадает 13-й старший аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это карта трансформации, это не про смерть, это просто карта так называется. Я привожу пример с зернышком, которое мы садим в землю. Так вот, прежде чем маленький росточек, который внутри этого зернышка находится, прежде чем он пробьется к солнцу, вот этот панцирь в виде твердой оболочки должен быть разрушен. И есть как раз значение по 13-му аркану, как разрушение, вот то, чего нас сдерживало. Прощание как будто с прошлым. Закрываем мы в прошлое дверь, хотим мы этого или нет. Вот на этой неделе, значит, к концу недели, как минимум, вы люди очень интуитивные, вы поймете, что да, я не смогу еще раз прожить какой-то прежний или словно прежний период жизни. Мне придется идти вперед. И это совершенно необходимо. И совет нам говорит, надейся на себя. Занимайся только теми вопросами, которые у тебя стоят на повестке дня. Ведь здесь проигрывается, знаете, как искусство мелких шагов. Вы сами словно у себя на кону. Какая-то очень важная веха в вашей жизни, которую мы не можем спустить, словно, знаете, как будет, так и будет. Или отдать свою судьбу на волю случая. Нам идти вперед придется. И более того, какой-то, возможно, период ограничений нам придется тоже пройти. С чем-то неизбежно проститься. Проводить это самое прошлое для того, чтобы весь мир был у наших ног. Что-то очень важное у вас на кону. Я детально не помню первый расклад, но там тоже, по-моему, как раз вот какая-то подобная мысль о том, что все равно идти вперед придется. Она тоже была. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.